Большинство ребят, наверное, с ненавистью сейчас смотрят на меня, потому что они уже давно сидят. Слушайте, ну как это, как летом, а? Чешуйчатый, он хорошо сопротивляется. И размер хороший, не малечный. Ты чё? Ты чё мне удочку снес, гад? Залази в подсак. Сам залази. 30 грамм кормушка. Это просто идеальный, наверное, размер. Смотрите. Ну чё? Ну, 2 точно. Бодрая рыба. Первая поклевочка, ребят. Приехал на пруд. Промозглая погода. Жесть просто. О, есть. Опа, есть. Все. Да, офигенно. А что ты подсак не достаешь? У меня еще одна сидит. Еще. У меня двойная поклевка. Что, подсак принести? Зачем? Я в этот выведу все. Да он у тебя вылазит оттуда, с подсака уже. Да мне это не принципиально, карпы. Главное, чтобы клевало. Гляньте, вторая поклевка. Ребята, вот так начинается видео. Это называется дуплет. Классно. Ну, третий надо, как у меня вчера было. Третья. Сейчас поплавок еще вытащим, попробуем. Вон он плавает. Ну ладно, ждем, ждем. Вот он пришел. Есть. Слушайте, ну 2 карпа за... Мы пока чай пили с другом. Сразу 2 карпа клюнул. Ну так же слишком быстро. У тебя тоже клюет? Ух ты. Лысый, лысый, иди обратно. Спасибо. У Дима тащит Динамо. Вот. Помочь? Да? Я потихоньку. Вот это мы попили кофе, да? Пойдем дальше пить. Такой же. Стандарт. Ну хороший, килограммовый или полтора. Давайте сейчас отпустим, наверное, садок карпиков. Размеры прям очень даже хорошие. Кукуруза, опарыш, червь. Не, у меня обычная. Ну, там не будиль, а какая-то такая, ну, из пятерочки. Ну что, вот такой карпик. Килограммчик. Так, ну, тоже килограммчик хорошенький. Ну что, ребят, рыбалка началась хорошо. Опа. Ну, один пришел. Че, с другом пришел, черный? Садок сейчас тебе. Старый боевой крол. Это специальные карповые кролы. Жрут они карповую прикормку тоже. Не знаю, на червя клюют или нет, но на кукурузу жрут. Подходят, не боятся. Вот у меня удочки стоят. И жрут. Как жизнь, братан рыбак? А? Клюет карп? Или вы все кукурузу сожрали и ловить не на что? М? Так, все залазим в садок тогда. Я вас прикормил, все.
2 пикера и вот 1 удочка. Поплавочек. Но пикеры вот сработали, удочка тоже, но мы сидели, пили чай, поэтому поклевку на поплавок пропустили. Поплавка нет. О, вытаскивает. О, есть. Есть. На поплавок есть. О, смотрите, ребят, поплавок работает. Ух ты. Ты погля, как удочка гнется, Диман. Вот это удилище гнется. Под всеми лесками пошел к берегу. Погля, как ходит-то. Не успокаивается. Температура воздуха 8 градусов, а воды 5. Ну тоже 1,5-2. Ну давай, давай, давай. О, слушай, большой, да, большой. Крупнее, чем до этого. Да. О, вот, смотрите, смотрите, клюет, клюет, вот, видите? Вот, оп, есть еще одна. Ребята, опять клюет, смотрите, как тящит. Вообще, заглядение. А куда мне вытаскивать? Дашь мне свой подсадчик? Я сюда вывел. Ух ты! Ты-то дельфины, что ли, здесь? Дим, не надо, не заходи, я вытащу. Да пусть его попрыгает, мне нравится даже. Давай. Все. Слушайте, ну прям это прям шикардос. Вот такие на удочку. Да, милое дело. 100 лет не ловил. Вообще, шикардос. Так, вот вторая рыбка. Давай, плыви туда. Ну что, все по новой. То же самое. Червячок. Боровичок. И кукурузинка небольшая. Так, я ловлю на пикеры сегодня, как обычно. Все, есть. Так. Пока ходил, наверное, уже все клюнуло. Но я сильно много и не ставил. Ничего. О, одна удочка. Вот она и клюнула. Поставил одну удочку, вот она. Вот она и клюет, бедолага. Хорошо, что ничего нету. Это, ну, правда, хорошо. Я хочу перенасадиться по-нормальному. Так, а здесь? Здесь тоже ничего нет, хорошо. Ну и слава богу. Сейчас по порядку все насажу и закину. Вторую я... Так, давайте донасажу. Может, до конца. Червячочка. И с кукурузиной. Здесь карп не деликатничает, жрет хорошо. Поэтому я буду ставить все с кукурузиной. А может, потом вообще на кукурузину перейду. О, Диман меня прикармливает. Вон там поплавок, все стоит. Сейчас надо перезакинуть пикера. Все перед собой, все близко. Классно. Так. И последнее. Что там получилось-то у меня? А здесь все сожрало. Аккуратно, аккуратно сожрало. Крючок нормальный. Засекается. Всегда проверяйте крючки на карпе. На карповой рыбалке. Потому что в большинстве случаев поклевки идут, вы их не видите. Рыба есть, но засечь она не может. А вы грешите всегда то, что рыба не клюет.
Поэтому проверяйте всегда острие крючка. И кукурузинка. Что-то я хочу большую поставить. Не будем маленькие ставить насадки, попробуем на большие. В прикормке у меня конопля молотая. Рыбка реагирует, хорошо подходит. О, смотрите, смотрите, клюет. Давайте я вот это сейчас закину, а потом вытащу. Дим, смотри, клюет у меня уже. Опа, есть. Пока насаживал, произошла поклевка, ребят. Выход к карпу пошел. Одновременно он. У меня он еще Дима, напарник, ловит. У него там много курей, еще кроликов, он с ними борется, они их жрут, у него прикормку ходит. Я что-то... О, смотрите. Смотрите, как изогнул пикер. Ну, вообще, песня. Карп, такое ощущение, что вот тебя разогрели там кипятильником. О, смотри, хороший. Большой, да? Вот, смотрите, Дима хороший. Около 2,5 килограмм точно. А у меня он, смотри, как на глиссере. Небольшой, но на глиссере. Он не хочет. Ты смотри. Ты будешь заходить-то. Андрюх, ну такого грех не взять. Так. Хороший килограммовый карпик. Ну что, давай, плыви. Ребята, вот открытие сезона вот этого поудилища у меня вот фаворит пикер. Мне очень нравится на него ловить, реально. Такие ощущения классные. Как будто ты там 10-килограммового карпа тащишь. Деликатное удилище. Ну, просто бомбовское. У меня их два. Один до 60 грамм. Второй. Сейчас даже посмотрю. Я уж не помню. 40, наверное. Да, до 40 грамм. 60 и 40 грамм. Ну, как бы для разных кормушек потяжелее можно ставить. Песня, просто песня. Мне очень нравится. Смотрите, ребят, вон, поклевка пикера, вон, тянет вниз прям бьет. Обалденно, поехали. Все. Ну, давай. О, ты как амур, блин, летом. Подпрыгиваешь, выпрыгиваешь. А что-то вокруг мужики такие унылые сидят. Удочка, конечно, у них по 8 штук. Такие эмоции. Слушайте, он на хвоста прям становится. Это просто песня. Оп, все, взял. Ну что, давайте посмотрим, что там есть. Слушайте, чесучатые прям большие здесь. Они прям хорошие, крупные. Оп. Вот, смотрите. Хороший. Вот, смотрите. Засекся поближе. Он у меня кукуруза с червяком. Давай. Прям за бок. Хорошо взялся. Опа. Что хочешь, носатый? За прикормкой пришел?
За прикормкой пришел. За кукурузкой. Да? Вот. Ходит к рыбакам, жрет прикормку. Любит кукурузку. Ребят, кажется, опять вот поклевывает. Вот. Видите, вот так раз. Клевка. Есть. Мне кажется, я всех раздражаю своими поклевками. Все-таки пикер — это тема. Удочка стоит, а пикер клюет. Нашел место. И все. Отлично. Как летом плещется, а? Это же надо же. Ты что так это плещешься, дружище? Ну так не бывает. Сейчас холодно, вода плюс 5. Оп, сам в садок зашел. Устал, бедный. 2 кукурузки насадил. Червя и 2 кукурузки. Ребята, вот такой последний осенний карп. Глянь, какой классный. Голый, как сказал сын, когда первый раз поймал карпа. У меня на удочку поймал и такой грустный сидел. Я говорю, ты что такое? Да он голый, ты же ловишь одетых. Так что вот такие карпы голые. Так, пошла поклевочка. Затишье было, ребят, затишье. Часок, наверное, все молчали. Вообще, большинство ребят, наверное, с ненавистью сейчас смотрят на меня. Потому что они уже давно сидят. Слушайте, ну как летом, а? Чешуйчатый, он хорошо сопротивляется. И размер хороший. Не малечный. Ты чё? Ты чё мне удочку снес, гад? Залази в подсак. Сам залази. Как подсак подставишь, так и залезет. Ой, ушел. Зацепился. Хитрый карп, чуть не убежал. Приятно. Слушайте, ну на пикер, который 40 грамм кормушка, 30 грамм кормушка, это просто идеальный, наверное, размер. Смотрите. Ну что, ну 2 точно. Ребята, смотрите, вот такой достойный экземпляр. Ну, около 2 килограмм как минимум. Слушайте, ну радует. Вот это закрытие. На пикер, на такую снасть, на деликатную, прям потаскать, самое удовольствие. Ребят, это просто песня. Просто, мне кажется, классно. Скажи всем привет. Вот такой. У меня одна стоит на кукурузу плюс опарыш, вторая на червяк плюс опарыш. Вот сейчас сработала кукуруза плюс опарыш. Поэтому повторим ее. Кормушечка, вот видите, 30 грамм. Тестового водичка, который я вытащил, 40 грамм. Клев стал реже. Но видите, вес покрупнее. Маленькую кукурузку обычно ставлю. Но здесь хорошие экземпляры, поэтому побольше поставлю. Вот все. Все нормально. Так. Блин, ну уже кидает все в мою точку с той стороны. Я думаю, что происходит? А он там сидит. Провисла леска и все. Хотя ловлю я на плетню. Очень деликатную 0,12. А мне кажется, дуплет. Вот это тоже провисла леска. Ну-ка, давай сюда. Эх ты, нифига себе, дельфин. Слушайте, вот это эмоции, а. Классно. Давай. Оп. Он уж чешуйчатый побольше какой-то здесь. Так. Положим пока. Посмотрим, что на второй фидер у нас.
А, на второй фидер у меня ничего. Так, это у меня клюнуло на опарыш кукурузку. Так. Оба, хороший чешуйчатый. Красивый. Вот такая красивая душечка. Все, давай. Уплыл. Кролики, курицы, все что угодно. Куда погнал? Топает, не нравится ему. Смотрите, хвост поджал, топает. Сейчас попрет. Что, не нравится? Вот маленькие кролики. Бежал. Спрятался. Нифига себе. Смотри, как клюет. Смотри, как гнет. Ха-ха. Вот это да. А говорят, карп не клюет. Есть. Ух ты. Как на горячих ключах. Такое ощущение, что здесь подогрели воду, и рыба прыгает по воде. О, класс. Пикер отрабатывает любые ошибки, наверное, рыбака. Оп. Ух ты, эквилибрист. Они вот такие, около 2 килограмм идут. Классно сопротивляются, правда, реально. И пикер отлично все ошибки, там, даже если фрикционный там, или что-то, плетня, то есть он отлично отрабатывает все вот эти вещи. И не дает рыбе сойти. Бодрая рыба. Для начала кукурузку. Ну, такую среднюю, небольшую. Единственное, я вот так делаю, чтобы здесь ошметки были. И 3-4 опарика. Вот 3 у меня. Значит, будет 3. 2. 3. Кормушку я увеличил, потому что ветер подул, выдувает плетню. Вот, и поэтому по увесистей поставил. Так. Нормально. Блин, оторвало поводок. Поводок оторвало. Это расстраивает. Кормушка. Ну, грамм 25-30 она. Вот, видите, поводок. Но поводок был тонкий. 0,14, наверное. Вот он его к чертям оторвал. Я ставлю сейчас 0,18. Буду ставить вот. Длина поводка вообще совершенно не важна. Кстати, вот почему клюет, почему нет. У меня такое предположение, много же людей рыбачат и прям чуть ли не ко мне в точку с той стороны закидывают. Вопрос в том, что какая у вас леска и, наверное, вопрос крючка. У меня вот крючочек вот такой маленький, деликатный, маленький вообще. Вот видите, вот такой крючочек маленький-маленький. Но для меня важно еще, чтобы он был впивался сразу. Карп только подошел, и он сразу впивался. Поэтому вставляем. Ну и вот кормушка двигается. На этой рыбалке оказалось очень важно подобрать крючочек. Небольшой, аккуратненький. Так, одна есть. Перерыв был прям хороший. Я думаю, ну что происходит? Думаю, ну надо закинуть, с кормушки перезабить, посмотреть на осадки. А он там сидит. Главное так потихонечку тык-тык, и все. Тык-тык, и все.
Ни провозов, ничего. А когда начал вытаскивать, он прям вот так как запровозил. И все. И нету поводка. Вон разводы, буруны идут. И взгляды ненависти я уже увидел всех рыбаков. Так. Вот он. Такое ощущение, что летом, вот как летом он бьется. Давай в подсак. Нет, давай в подсак. Давай в подсак. В подсак сам. Домой. Не. Волнуется, не хочет домой. Не хочет. Давай, я тебя сам тогда заведу. Все, есть. А большой, хороший. О, этот хороший, этот под трешку. Этот под трешку потянет. Опа. Слушай, большой прям. Это самый большой. Да не знаю, 10-й. Что, ребят, поклевочка. Ну, я, наверное, сейчас это моя, наверное, одна из последних поклевок. Я, наверное, сейчас вытащу и буду собираться. Уже все время. Удовольствие получил прям огромное, шикарное удовольствие. Прям реально классно. Отдохнул душой и телом, как говорится. Натаскал карпа и хорошего размера на вот такую снастку. Прям отлично. Милое дело вот на такую снасть потаскать именно, ну, в холодный период года. Сейчас уже ноябрь. Сегодня 4 ноября. И не везде так клюет. Оп, все, я взял. Так. Ой, это с таких я начинал с утра, с килограммовых. Вот такой карпик. Итак, ребят, ну что, момент истины, как всегда. Опа. Что наловил? Итоги. У каждой рыбалки есть свои итоги. Кто бы отпускал, кто бы забирал все. Итоги есть у всех. И я хочу их тоже подвести. Мне кажется, я чуть-чуть переборщил. Ребят, ну вот итоги. Но если по хвостам считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 хвостов. Ну вот, что получилось по итогу моей рыбалки. Я реально кайфанул. Так. Ой. Ну что, ребят, вот такая классная рыбалка на пикеры. Очень чувствительная снасть. Помогла мне ловить. Чувствительные оснастки, маленькие крючки. Именно в этом, мне кажется, крылся секрет. Потому что все подходили и спрашивали, как ты ловишь, что у тебя, почему у тебя так много клюет. Ребят, деликатная снасть поздней осенью вообще вот так. Именно удочка, именно крючочек, поводочек, все остальное. Так что всем не хвоста, до новых встреч.